Электротехническая промышленность существует уже столетия. Но и сегодня перед конструкторами и технологами возникают новые сложные задачи. Шестифтористая сера или элегаз – это нетоксичный газ без цвета и запаха. Его электрическая прочность и дугогасящая способность много выше, чем у воздуха. Элегаз именно в силу этих свойств стал незаменимым для дальнейшего развития электротехники большой энергетики. С ростом потребляемых мощностей и расстояния между источниками и потребителями растет напряжение. Увеличиваются размеры электротехнического оборудования, растут размеры разъединителей, защищающих от перенапряжений разрядников. Растут размеры выключателей. Растет количество изоляторов и их размеры, так как электрическая прочность воздуха ограничена. Если открытую подстанцию заменить герметизированным элегазовым распредустройством, то необходимая площадь для размещения оборудования может быть сокращена в 10 раз. Такое устройство можно разместить и в помещении, оберегая оборудование от вредных атмосферных воздействий. Выключатели, разъединители, трансформаторы тока и напряжения, шинопроводы находятся в закрытых объемах, заполненных элегазом. Только с применением элегаза стало возможным создание аппаратного комплекса для ультравысокого напряжения – 1,5 миллиона вольт. А при 20 киловольтах распредустройство можно сделать компактным и модульным. При конструировании современного электротехнического оборудования принцип разделения на взаимозаменяемые модули стал широко использоваться в последние десятилетия. Он используется, например, при конструировании комплексных распределительных устройств. Удовлетворять требованиям различных потребителей, сохраняя единое конструктивное решение, можно, заменяя отдельные блоки распредустройства. В устройствах управления технологическими процессами замена отдельных модулей позволяет быстро осуществить переналадку станков с числовым программным управлением. Наиболее эффективен модульный принцип, если навесной монтаж со множеством проводов, жгутов заменить печатным монтажом на отдельных платах. При этом соединение всех блоков целесообразно осуществлять с помощью разъемных контактных соединений. Прочность и гибкость кабелей обеспечивается тем, что их жилы изготавливают скруткой из отдельных проводов. Скручиваемые в кабель провода вращаются на одном шпульном колесе. Катушки для снятия деформации кручения провода вращаются в направлении, обратном скрутке. После скрутки жилу можно обмотать изоляцией на этой же машине. А чтобы при намотке на приемный барабан кабель не порвался или не скрутился в узел, используют компенсатор натяжения кабеля. В
машинах другого типа провода сматываются с неподвижных катушек бегунами. Скрутка осуществляется устройством, синхронизированным с бегунами. Скрученный провод через раскладочную матрицу попадает на приемный барабан. Для того, чтобы получить проволоку нужного диаметра, ее протягивают через фильеры. На одном волочильном станке за сутки протягивают несколько тысяч километров провода. После каждой фильеры диаметр провода уменьшается, а длина увеличивается. Металл пластически деформируется и нагревается из-за внутреннего и внешнего трения, поэтому возникает необходимость постоянного его охлаждения. Но в результате этого, выходя из последней фильеры, провод становится хрупким. И чтобы вернуть ему былую мягкость, надо сразу же его отжечь в печи. После этого провод можно наматывать на катушку, не опасаясь обрыва. При любых конструктивных исполнениях волочильных станков нельзя обойтись без замены полных катушек пустыми. Целесообразнее всего эту замену производить автоматически. Намотка катушек – неотъемлемая операция практически любого электротехнического производства. Обмотки электрических машин размещают в пазах магнитопроводов. Сложность этого процесса заключается в том, что ритм укладки провода в пазы периодически нарушается, когда провод надо зацепить за внешний штифт с тем, чтобы потом присоединить его к коллектору. Не менее сложной технологической задачей является намотка провода на тороидальный сердечник. В этом случае на каждом витке весь провод должен пройти сквозь отверстие в магнит. Магнитопроводы электромагнитов, трансформаторов, электрических машин чаще всего изготавливаются из отдельных листов. Листы получают резкой или штамповкой. Непрерывность процесса обеспечивается использованием ленты. Заготовки заданной формы появляются в одном и том же месте,
что обеспечивает их ориентирование и транспортировку к позиции автоматической сборки пакета. Сформированный пакет передается на сварку и затем попадает на коллектор готовых изделий. Контакты электрических аппаратов имеют сложную конфигурацию и собираются из разнородных деталей. Почти всегда детали контакта требуют различных технологических процессов изготовления и сборки. Для этого все процессы выполняются на одной машине. В этой машине все операции сборки объединены одним ритмом. Ежегодно десятки миллионов реле выпускаются с подобными контактами. При ручной сборке контактов вместо одной такой машины потребовался бы цех. В производстве массовой продукции неизбежно появляются бракованные изделия. Устранить их может только автоматический тотальный контроль качества. Хрупкие лампы доставляет на пост контроля шнуровой транспортер с резиновыми поручнями. Он передает лампы на движущийся пост контроля, где их подвергают воздействию электрического напряжения, большего, чем номинальное. Годные лампы поступают на автоматическую упаковку. Контроль качества автоматических выключателей должен быть совмещен с их регулировкой. Ручная регулировка непроизводительна и не точна, поэтому ее заменяют регулировкой на автоматических стендах. Без производства многообразного электротехнического оборудования немыслима вся современная энергетика.